Read. Spirit of service, right? Yes. Okay, please. Пожалуйста. Сафар, вы можете просить? Включить видео. Mataji, can you please turn your video because your camera is Okay. and Yes. Sachitanai Prabhu also is asking to cover sadhana charts today if possible. Yes, yes. Maybe. I will. Okay. Yes. Что ж, тогда Бхакти Прабhu, может быть, начните тогда читать? Да, дух служения. Харе Кришна. Так, дух служения. Авторитарный способ общения с людьми не вызывает в них уважения, а наоборот отвращает от посещения и участия. Своим примером лидер должен усердно культивировать в людях дух сознания Кришны, а не просто раздавать указания. Если лидер проявляет ему настроение служения, то это автоматически отразится на других членах группы, и вскоре они начнут испытывать радость от служения и делать все больше и больше. Но если лидер просто тянет свое служение как лямку и пытается взвалить это бремя на других, то будет негативная реакция, и люди начнут уклоняться от такого служения. Энтузиазм уйдет и начнутся жалобы. Лучше подождать, пока они сами начнут хоть немного ценить служение лидера. Затем можно попросить добровольцев сделать небольшое служение как что-то ценное. Это доставит им радость и поможет обрести вкус к сознанию Кришны. Постепенно их можно занять и другими видами служения в рамках Бхакти-Врикши. Так все получат заряд энтузиазма и почувствуют ответственность, а также обучатся и получат опыт совместной работы с другими преданными. Лидеру не стоит принимать служение людей как нечто само собой разумеющееся. Необходимо узнать, нравится ли им выполнять данное служение, похвалить за хорошо сделанную работу и сказать, сколько духовного блага они получили. So, making people very service-minded is the most important thing in a Bhakti-Vriksha. Развитие у преданных духа служения – это вообще важнейшая вещь в Бхакти-Врикши. Because in the material world, nobody likes to serve. В материальном мире служить никто не хочет. And everybody tries to do minimum work. They, because they are getting paid for all the money, they want something in return for their work. Каждый старается свести труд к минимуму, и вообще, если люди что-то делают, то обычно в том случае, если им платят за это. And you can be sure, one is people are in the comfort zone, they want to relax. Как правило, все стремятся находиться в зоне комфорта, особо не напрягаться. They want to spend as less as money for Krishna as possible. И в таком же настроении они будут стараться как можно меньше денег тратить на Кришну, насколько это вообще возможно. Yes, they want everything free. Krishna should give them everything free. Иначе говоря, они хотели бы все получать бесплатно. Они считают, что Кришна все должен давать бесплатно. Not like that in Russia. В России как у вас? Есть такое настроение? Вначале такое настроение есть, наверное. In the beginning, at least, it was like this. And also, there false ego. People like to be appreciated, respected, and they will not. They want all kinds of things. Другая проблема – это ложное эго. Люди хотят, чтобы их уважали, чтобы с ними считались. So in this scenario, if we just force things, or if you scold them or force them to do things, it will not work. С учетом сказанного, если просто пытаться насильно заставить человека что-то сделать или ругать его, это не сработает. But if they see that the leader is very service-minded and he is so enthusiastic about doing service. При этом, если человек видит, что лидер сам полный энтузиазма, у него есть дух служения, then everybody will feel enthusiastic to serve. Это естественным образом будет вдохновлять всех окружающих на служение. That is why Chaitanya Mahaprabhu, even though he is the Supreme Lord, he came as his own devotee
to show by example what it is to be a devotee. Вот почему сам Верховный Господь пришел в образе преданного Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы на своем примере показать, что это такое быть преданным. Because mostly people don't know what is service-mindedness for love, serving for love. Обычно люди не понимают, что такое дух служения, то есть служение, мотивированное любовью. So we have to do like Chaitanya Mahaprabhu and show by example how we love to serve. Мы должны действовать как Чайтанья Махапрабху и своим примером показывать, что мы сами любим служить другим. And then we give them, so as they volunteer, we give them and then ask them to do a little more and more. Поэтому мы просим, чтобы люди вызывались добровольцами, делали какое-то служение, а потом понемногу увеличиваем эту нагрузку. But on the other hand, if the leader, he thinks that now it is too much service, now I want to share my burden with everyone, and he gives it in that mood, then they will not be interested. Но если же лидер по-другому это делает, если он считает свое служение бременем и думает, надо на кого-то скинуть это бремя, и таким образом пытается дать служение, то это не сработает. I'll give you two examples of devotee leaders. Я приведу два примера лидеров преданных. So there was one Prabhu, he was quite elderly and he was a grihastha, but his wife was not staying with him over there. Был His wife один was in India and he was in Mathura Desh. в Мадхурадеше, был один Прабху, уже не молодой, он был семейный человек, но жена не жила с ним. So for the Bhakti-Vriksha, whenever he had Bhakti-Vriksha, he would come home from his work in the evening and then cook a feast for all the members. И Not a feast, but prasadam for all of them. в те дни, когда у него проходила Бхакти-Врикша, он после работы ехал домой и готовил прасад Бхакти-Врикшу. So, and it was difficult for him, but anyway, he somehow managed without saying anything. Ему, конечно, это давалось очень нелегко, но как-то он справлялся и никогда никому не жаловался. Then gradually, the ladies who were coming, they felt bad. They told Prabhuji that please, you leave your key behind or you give the key to us and then we'll come in advance and do all the cooking. Через какое-то время женщины, которые ходили на Бхакти-Врикшу, уже начали чувствовать себя некомфортно. И они сказали этому Прабху, может, ты где-нибудь ключ будешь оставлять или нам дашь второй ключ, мы будем приходить заранее и все готовить. Then in another group, that Mataji, she was expecting, she's a Bhakti-Vriksha leader and she was expecting a child. She was pregnant. Другой еще пример. Была одна Матаджи, которая вела Бхакти-Врикшу, и она была беременна. So she was finding it difficult to cook because, of her advanced stage of pregnancy. So she was asking every one of them to get something for the program, У some нее food. был уже большой срок беременности, готовить ей было тяжело, поэтому она просто стала просить преданных что-то с собой из просада приносить на программу. So even though they all brought it, but they were resenting and they were talking behind her back that, oh, she's forcing us to get. Ну, они, конечно, приносили, как их она попросила, но ей не понравилось, и за спиной они ее осуждали, что вот она заставляет просад носить. So if she had handled it a little differently, then it would have been a very good opportunity for them to advance. Если бы она немного по-другому как-то эту проблему решила, то это стало бы возможностью для ее подопечных совершить такой рывок в преданном служении. She could have first said, would you all like to come and, help me cook? And it's very good time for association. Может быть, можно было сказать, давайте мы все вместе соберемся и вместе все приготовим. Такая хорошая возможность нам пообщаться. And in this way, when they realize that she is not passing on some burden, but she actually enjoys her service and she is only trying to train us, then they will be happy. И тогда они увидели бы, что она не пытается свое бремя на них переложить, что она наоборот о них заботится, хочет их чему-то научить, тогда им бы это наверняка понравилось.
because then they will think that, oh, the leader is giving us a big privilege to do service. Тогда они думают так: о, лидер дает нам привилегию, служение — это привилегии, почетно. Right? And also, we always have to give in the mood of, I mean, as if, I mean, like, you know, we have to be very sensitive and, you know, according to what they will do. And we never force them. We say, would you like to do that? And we have to make them volunteer the service. Здесь также нужно иметь чувство такта, никогда нельзя заставлять, давить и спрашивать, удобно ли вам вот так вот, если мы организуем. And, you know, when we make them work together, to serve together, also it increases their cooperative mood, how to cooperate with other devotees. Если преданные вместе что-то делают, какое-то служение, то это усиливает их сотрудничество друг с другом. And develop very close relationships. Позволяет развить более близкие отношения. So there was a very good Mahachakrapati. Был один очень успешный Махачакрапати. And whenever we had public programs and we used to hire a hall, then in the hall they would demand that when you leave it should be clean. Когда мы проводили большие общественные программы и снимали зал, администрация зала обычно требовала, чтобы мы зал чистый после себя оставляли. Because our programs get over late in the night, so no one can clean. I mean, there won't be any of their people there to clean it, even if we pay them. Потому что программы заканчивались уже поздно вечером, уборщики уходили, и даже за деньги уже проблематично было бы их нанять. And they didn't want the hall to be dirty with food items and so on. А администрация не хотела, чтобы зал до утра оставался грязный, там с крошками еды на полу. So whenever it was that Mahachakra had to do the service of cleaning up after the program services. И после таких программ на Махачакру ложилось служение дополнительно еще по уборке зала. So the Mahachakrapati would give, you know, those kind of services which can be quickly finished. And because many of them were young grahasthas, those with small children, he would ask them to do quickly and go home. Многие из участников программ были молодые грехастхи, у них были дети, домашние дела, и поэтому Махачакрапати такими маленькими участками раздавал служение, чтобы можно было быстро сделать и отправиться назад. And then after that, he himself would take the service of cleaning the toilets. We would keep even the toilets very clean. So he personally would clean the toilets. А потом он сам доделывал уже долгую работу. Мы даже в туалете убирались, потом он шел отмывать туалет. So the devotees were very touched by this. И, конечно, на преданных это произвело очень сильное впечатление. And so all this, you know, then devotees volunteer. Oh no, let me do. I mean, you know, they feel very bad that we should also do. Преданным в какой-то момент стало неловко. Они сказали, ну что это он это делает, давайте мы сами лучше сделаем. And they were very appreciative that he was concerned that, you know, they have small children. He was very concerned about their comfort and, you know, for the children and so on. Также преданных очень тронуло, что Махачакрапати так учитывал, что у них дети маленькие, что им домой нужно пораньше вернуться. So, because Krishna consciousness is all practical, it's not just theory. Сознание Кришны — это не теория, оно очень практично. And the more we can do menial service, will advance. Krishna reveals himself more and more. Чем больше черной работы мы делаем в сознании Кришны, тем быстрее мы продвигаемся, тем больше Кришна открывает нам себя. And mostly, even in the temples, they really appreciate Bhakti-Vriksha members because normally because of all this training, they love to do services. В большинстве храмов очень привечают преданных из Бхакти-Врикши, потому что благодаря такой подготовке они охотно соглашаются делать служение. Is it not? They don't want to just go and enjoy the kirtan and dance and just,
sit and listen to all the lectures, but then they are ready to do any service behind the scenes. Это так, они не просто же приходят посидеть, поесть, послушать киртан, лекцию, они готовы за кулисами всякую тяжелую работу также делать. And the leader should also make sure to appreciate people's services and thank them in the beginning, at least. Поэтому очень важно, чтобы для лидера, чтобы он отмечал все это служение, помощь, благодарил, особенно на первых этапах. And if they did something wrong, not to scold them too much, but also take the blame ourselves. Если преданные что-то сделали не так, не ругать их, а брать ответственность за устранение проблемы на себя. And most important, we have to tell them that how much spiritual benefit they get by doing services. Ну и самое главное, это объяснять преданным, какое духовное благо они получат благодаря этому служению. Somehow, if people get that service attitude, then so many things they'll be ready to do, including their sadhana. Если преданных выработалось умонастроение служения, они много чего другого смогут делать, включая садхану. So now you want to have a sadhana chart by which they can become regular, right? They can report their daily performances in sadhana. Вы интересовались карточками садханы, то есть таким инструментом, с помощью которого преданный сообщает о своей ежедневной садхане. Правильно? So if you make the sadhana chart with too many items and complex, then they won't even try to attempt it. Если эта карточка садханы будет очень сложная, с большим количеством параметров, то преданные даже заполнять ее не станут. That is in the beginning. В начале. Like in the habits changing game that you play, you only take one or two things, right? You don't take a big list. Whatever one or two things you want to change, that's what you promise, isn't it? Это как в вашей игре преображение привычек, вы берете какую-то одну или максимум две привычки и работаете над ними. Вы не берете сразу целый большой список. So initially, you can make a sadhana chart with just at how many rounds did you chant today and at what time did you complete your rounds? В начале в карточке садханы могут быть только вот такие параметры. Это сколько кругов прочитано и к какому часу круги дочитаны. And what books did you read today? Также какие книги сегодня читали. So with this thing, then, based on what they say, like suppose they, actually in our sadhana chart, we have, according to timings, if they say they chanted all the rounds by before 9 a.m., then we give them full marks. И в зависимости от времени окончания джапы выставляется тотальная оценка. Например, если всю джапу до 9 утра прочитали, то ставится максимальный балл. So say you have 10 marks for it. Then if you chant before 9 a.m., then 10 marks. Допустим, 10 баллов, если джапу до 9 утра закончили. Then if they say, no, I finished 8 rounds by 9 a.m., and then completed the rounds only by 12 noon. Если, допустим, к 9 утра прочитал человек только 8 кругов, а остальные закончил к 12, then they get only 8 marks. то получают, соответственно, 8 баллов. And then by 4 o'clock, then you reduce some more, or 3 o'clock, then you reduce 2 more points. 6. Если, например, в 3 часа дня закончил, еще 2 балла снижаете, то есть 6 баллов. Then by 6 p.m., then 4 points. Если к 6 вечера 4 балла. And if 9 p.m., then they get only 2 marks. А если к 9 вечера, то 2 балла. And suppose they say after 9 p.m., then they'll get minus marks. А если они позже 9 дочитали, то тогда минусовые баллы вы начисляете.
So this is to regulate them on their chanting, so that at least by 9 a.m. they should complete their chanting. 16 Это rounds. необходимо для того, чтобы дисциплинировать преданных в отношении джапы, чтобы хотя бы они до 9 вечера дочитывали. So suppose, and then they keep marking, okay, according to the timing they finished, they know what marks they're going to get. Таким образом, они знают, что в зависимости от того, к какому часу они дочитают джапу, столько баллов они получат. And if it is, the chart can be for 30 days, okay, in a month. So you can see what is their total for the month. Карточка, допустим, заводится на 30 дней, то есть на полный месяц, и в конце месяца этот балл суммируется. So based on the marks, you can give either, gold star, silver star, copper star, like that. И в конце по результатам можно присуждать там кому-то золотую звезду, кому-то серебряную, а кому-то медную. And also for book reading, you can say that minimum in a day, they should read for half an hour or 15 minutes, which will be more this thing. You can say minimum can be 15 minutes. По чтению книг можно задать какой-то минимум полчаса или даже 15 минут, допустим, 15 минут. So for minimum 15 minutes, you keep some marks, say 20 points. Or 10 points for finishing within 15 minutes. And if they read more, every 15 minutes, they'll get 10 more points. Допустим, за 15 минут чтения не меньше 15 дается 10 баллов, и за каждые дополнительные 15 минут сверх того еще по 10 баллов. So if they add up, then for a month, you can say that whoever gets maximum points, you can have a kind of something to appreciate them. Maybe it will be announced among the group that, who are the ones who got the gold star. И в итоге все эти баллы суммируются, и можно проанонсировать, что тот, кто получит наибольший балл, получит определенный приз. Можно проговорить, что именно. Or you can keep it as a competition between your different chakras. Это может быть такой индивидуальный зачет, или можно как соревнование между несколькими чакрами. Because anyway, you are counting, like, for Harinam also you're counting, right? Who makes the maximum, isn't it? Number of rounds. Потому что вы... You have that? You mean jump rounds per day? Yes, you have that game, isn't it? Which yatra, every yatra gives their total number of rounds by all the devotees, isn't it? Потому что у вас же есть уже вот эта игра, где сообщают количество кругов, суммарное каждая ятра, потом дает результат, сколько там кругов всего они читали. So you can have a kind of, in your yatra, you can see which chakra got the maximum number of points for this sadhana chart. Точно так же можно смотреть, какая чакра у вас в ятре больше всего баллов заработала по карточкам садханы. And then maybe you can give them a rolling shield that for that month, then this chakra can keep this shield. You have a rolling shield. You understood what I mean by shield? No, I will check. No, you give them an award, no? Something that they can keep for a cup, a big cup. Mm-hmm. And it is rolling. Whichever chakra keeps, gets the maximum points, they'll keep the cup. И чакра-победитель получает какой-то переходящий кубок. So what do you think about this? Что вы про это скажете? Очень похожая система, именно которая сейчас внедряется у нас. This looks very much like the new system that is being introduced now. Преображение привычек, просто успешно он был в основном вот Адвайта Чандра Прабху сейчас своим опытом делится.
Кто делится? Адвайта Чандра Прабху из Иркутска. Advaita Chandra Prabhu from Irkutsk is sharing his experience in this regard. Раньше он делал это как бы добровольной основе, все, кто хотел, участвовал, а сейчас мы пытаемся этот опыт перенести уже через региональных координаторов, там дальше потом будет распространяться по регионам. He started doing this game on a voluntary basis, but now the idea is to start it on a level of regional coordinators and then pass down everywhere. Он еще также... Okay. Are you giving marks for that? А баллы там дают? Да-да, он как раз эту систему баллов это успешно впервые там стал применять Садхгуна читание. Yes, first Sadhguna Chaitanya Prabhu from Irkutsk started using this mark system, and they are using it also. Да, и в итоге вот таблицу ведет, допустим, либо слуга-лидер, в данном случае вот он сам ведет, помогая Гуру Прабху. Advaita Chandra ведет или кто? And Advaita Chandra Prabhu is filling up a big table with all this. He's helping Angira Gauranga Prabhu in this regard. То есть, да, там взяли по одной, две, там по двум, по трем, две-три привычки и стали их по ним отчитываться каждый день в чат. Everybody took 2 or 3 habits and they're reporting in the chat. And then they're filling the table. Адвайта Чандра, он собирает все эти данные, и потом, видимо, когда 1,5 месяца пройдет, 6 недель, то будет анализ какой-то проведен, и мы сможем как бы оценить дальше, какие привычки брать. А мы взяли одну общую привычку и одну индивидуальную. They are having a 6-week cycle. Everybody took 2 habits. One is one and the same for all, and another everybody took whichever he wants. And after 6 weeks, there will be some analysis, and they will change habits, choose some other habits. Okay. Do you also have competitions between the chakras? Who gets maximum points and so on? А есть ли у вас соревнования между чакрами, кто больше баллов заработал? Ну, сейчас пока нет как бы прям такого проявленного, но он привел 2 команды, там чакропайцы московские и региональные координаторы. У нас там, конечно, составы по количеству разные, но отрегулируем как-то. We don't have a full-scale competition, but we have 2 teams. One is the Moscow Chakrapati team, and another team is regional coordinators, and they are competing with each other. Okay, Просто that's good. Then, будущее будет и соревнования там между какими-то регионами или там еще какими-то образованиями. Просто пока такого нету. Мы просто собираем, хотя бы собирать эту информацию. Maybe later we can start competition between various regions. At this point, the idea is to at least start accumulating some information. Но, возможно, вот эта именно игра, она информацию собирать, так как будут преданные заинтересованы больше участвовать. And to get more devotees interested and making them participate. And okay. And do devotees also share their testimonials, like, somebody, what is the benefit you got by chanting like this? And I mean, do you ask them to share? Есть такое, что участников просят потом поделиться впечатлениями, какое благо они получают от повторения святого имени. Вот такой элемент присутствует. Ну, насколько я знаю, то есть у нас просто сейчас первый этап игры еще не закончился, и пока еще итоги не подводили, но в принципе, в целом, участники могут всегда в чат писать свои ощущения, какие-то сложности. We are on the first phase of the game yet, but any participant can share his feedback in the chat if he wants. А также потом дается время, вот после одного блока 6-недельного, там дается время для того, чтобы какую-то свою обратную связь дать, то есть написать там, как у них что получилось, проанализировать.
And after the 6-week cycle, there will be some time to give feedback, what one has accomplished, what's not yet. Ну, еще хотят вот сейчас добавить такую возможность, как бы лично созвониться с, ну, как бы у нас получается Ангер Гуранга Прабху является нашим ведущим, ну, как бы мы с ним в идеале должны созваниваться периодически и как-то обсуждать наши успехи, неудачи в нашем преображении привычек. And besides, because Angera Goranga Prabhu is leading this game, it is intended so that from time to time we should call him and share our realizations. So probably this will also work. No, that is good. But what I wanted was, what we used to do was, if the other people, those who are even not part of the game, they hear from these people what they got, then they'll be inspired to join the game. Идея в чем я к чему клоню, что если преданные делятся своими впечатлениями, ну не только в кругу участников, а вовне, то тогда больше преданных будут об этом слышать, и у них будет желание присоединиться к этой игре. Да, то есть в целом, видимо, из-за того, что какой-то успех был в Иркутске, то вот эти преданные, кто участвовал, они тоже делились своими успехами. И по большому счету сейчас уже вот, ну, как бы мы тоже начали просто заново все. Сейчас нам нужен какой-то опыт обрести, вот эти 6 недель первые пройти, потом... This game started in Irkutsk, and devotees were sharing their realizations. That's how everybody else got to know about it. But now we have restarted all the game from the beginning, and it seems that we need some time before devotees start to share their realizations. То есть мы думали просто, может быть, у вас какая-то, ну, там, может быть, отличие какое-то есть в вашем подходе к карточкам, но, похоже, это очень, ну, схожие системы. I thought that your approach to sadhana charts is completely different, but now I am hearing what you're saying, and I see that it is very much the same. Yeah, our sadhana chart had many more columns. That is, you know, doing Mangalarati, watering the Tulasi, and so on. Minimum columns or a big number of columns? The big number of everything together. We didn't go step by step. We put everything together. Ну, отличие в том, что у нас в карточке садханы было много колонок. Там Мангаларати провел, не провел, Туласи полил. То есть не маленькими кусочками, а сразу все у нас там было. But I thought it is, for habit changing, it is better to go step by step. Right? Но для преображения привычек действительно лучше потихонечку двигаться пошагово. Да, просто те, кто уже давно в эту игру играет, ну и мы в свое время тоже, мы заполняли дневники садханы, и вот Адвайчанда Прабhu говорит, что те привычки, которые уже наработались, он переносит вот в так называемый дневник садханы, либо карточки садханы, как можно назвать. И уже это по этой привычке не отчитывается, берет другие привычки для преображения. There are devotees who are playing this game for quite a lot of time, and they have covered many habits already. And for the habits that they have covered already, they do not report anymore. They just write it down in habits journal. Actually, yes, that always happens. After some time, when they feel that they are quite strong, they don't want to report anymore. Ну, да, есть такой момент, когда преданные чувствуют, что они уже в чем-то преуспели, уже им нет никакого желания отчитываться по этому моменту. That is why you should make them all come together and do japa together. Then that will sustain and continue. Вот почему важно, чтобы они собирались вместе и читали джапу вместе, тогда это будет продолжаться отчетность. That's very important. Это очень важно. When people start chanting together, then they will really advance very quickly. Когда преданные начинают вместе читать джапу, они продвигаются очень быстро. Вот у нас здесь участвует Виджани Тайгор Прабху, можно у него спросить.
Vijay Tagore Prabhu is present here. We can ask him. Он тоже участвует в преображении привычек и джапу читаем. He's also playing this transformation game and he's chanting japa together with devotees too. Oh, very good. Okay, please share your experience. Да, пожалуйста, поделитесь, Vijay Tagore Prabhu. Хари Кришна, Према Падмини, Матаджи, дорогие преданные. Но я стал более дисциплинированным. Вот. Ну, плюс еще, ну, техник, которые вот вы дали, я стараюсь культивировать. Ну и что получается на выходе, что, ну, да, более более спокойный, вот, и, ну, качество, так сказать, улучшилось, но еще, конечно, есть, конечно, еще надо работать. Ну, улучшение есть, наблюдаю, спасибо. Disciplined and my mind became more controllable. I see some improvement, but of course there is a lot of other things I have to achieve. But are you, I mean, yeah, discipline is coming, isn't it? Ну да, хорошо, что вы отметили, что такая дисциплинированность появляется. Ну и стремление, да, чтобы как-то улучшать, то есть постоянно, так сказать, находишься, ну не то что постоянно, ну, в настроении, как улучшить, что сделать, как улучшить, такой вот, и потихонечку приходят подсказки с разных сторон, и потихонечку там начинаешь внедрять. The main thing is that I've developed the desire to improve myself, and when I have this desire, somehow I get the clues how to improve this or that. Вы, по-моему, еще себя тоже в регионе запустили, да, Vijay Tagore Prabhu? And Vijay Tagore Prabhu, you have started this game in your region also, is it so? Ну, это привычки, да, имеешь в виду, да? Да. This Ну, да, мы координаторы играют Южного региона уже несколько лет. Ну и в своей группе я запустил, и вот именно, ну, команда, которая, лидерская команда, она вся участвует в этой игре. First of all, coordinators of the southern region are playing for a few years already, and in my group I also started this game. No, I didn't understand. What did he say? There are regional coordinators in the south of Russia, Bhakti-Vrikshi coordinators. They are participating in habit-changing game for a few years already. And Vijay Tagore Prabhu has his own group, Bhakti-Vrikshi group, and he started this game there with group members also. Okay. And what is this thing, experience? What was the result? Прабhu, подключите, пожалуйста. И поделитесь опытом вашим. Какие результаты этого? Ну, очень существенно у Матаджи, у них очень сильные были, ну, поздний отбой, вот, и вот они сейчас более раньше стали вставать, и они отмечают, что и джапа, они туда больше кругов утром читают. Мы делаем, ну, начали ну, качественно джапу, то есть один круг, сейчас мы добавили 2 круга, в этом уже второй раунд у нас сейчас. Especially Mataji's improved. Many of them started to go to bed early and to chant more rounds in the morning. And we also try to chant at least 1 or 2 quality rounds in the morning. So there is improvement in this also. They 1 or 2 quality rounds, only 1 or 2 rounds, or 1 No, or 2 quality rounds? 1 or 2 quality rounds, they stress. Okay. So apart from this, you should have seminars on how to improve japa. В дополнение к этому, также неплохо проводить семинары о том, как улучшить свой джапу. Because japa is related to inner development.
Джапа неразрывно связана с внутренним развитием. And if we understand what happens during japa, then everybody will feel more committed. Если мы понимаем, что происходит во время джапы, то тогда будет больше желания повторять. Спасибо, да. Я проведу такую вот, ну, для тех, кто играет, мы сделаем углубление в понимание, как читать правильно джапу. Okay, thank you for this idea. I will make such a seminar for those who are participating to give them a deeper understanding. Oh, Hare Krishna. Very nice. This is in which place? In Krasnodar? Or Очень which? хорошо. А напомните, в каком городе Краснодар? Вы в каком? Нет, что напомнить? В каком городе вы? Ростов-на-Дону. Ростов-он-Дон. Ah, okay. Very nice. Rostov is very good. All devotees very active, no? Ростов, да, город такой хороший, там все преданные, активные. Вы там были, Према Падмини, я раз помню вас, вы там были. You have visited Rostov at least once, I remember you there. Okay. Okay, then what shall we do now? We'll continue with this this thing, spirit of equality. Or do you want to discuss something more about this sadhana? Читаем дух равенства или еще про садхану поговорим? Если вопросов нету преданных, то можно. If there are no more questions, we can move forward. Вопрос, можно вопрос? Вопрос. Но это они ведут лично каждую карточку и просто потом, ну, встречаются, обсуждают. То есть ежедневного отчета у них нету, так сказать. It seems that devotees fill up this sadhana chart by themselves, and after some time they discuss it. Is it so? It's not that they are reporting online every day. And after some time? This sadhana chart, they are not reporting every day. They are just filling it. Is it so? Filling down, and after some time they report. It's not that they are reporting each day online how many rounds they chanted and so on. What is the system? That's okay. See, because sometimes there might be ups and downs, and then you can judge whether in a week, for example, how many days in a week are they chanting properly, that is correct time, or how many days. If it is just one day or something, then you'll know that it's not so bad. So it's good to see after after they do for some days, so you know how they are progressing. So they're not reporting every day. That's okay, but they are noting it down, right? No, he's asking what's your system. Did they report every day or just accumulating? Yeah, accumulate. That is why the chart is there. They write down everything, and then the leader can see what is their progress. Ну, то есть, если вопрос был, как у Маджа Падмини, да, это было устроено карточки, то там идея в том, что они не отчитываются каждый день. В этом и смысл карточки, что туда все это заносится, а потом лидер он может проанализировать за какой-то промежуток, например, за неделю, потому что в моменте могут быть какие-то спады, например, там по джапе, еще почему-то, и важно смотреть за неделю, чтобы понять, сколько этих спадов было и были ли они. Да, видим, просто вы преданные более осознанные в этом плане. It seems that devotees there in your place were more serious. У нас, поэтому слуга-лидер приходится самому заполнять карточки. In our case, Bhakti-Vrikshi leader has to fill up everything himself. Ведет он общую таблицу, отличник только отчеты каждый день по 2 привычкам. He has to fill up the table every day himself for all the devotees with their habits. Oh, why they can't do that? А что, они сами не могут, что ли, в таблицу заносить свои данные? Ну, просто практика показывает, что это нужно особое вдохновение. Well, practice show that devotees are never inspired to do that. Да.
То есть так пока But are проще. you all chanting together? Are they chanting together? А они читают джапу вместе, участники игры? У нас пока еще нет такого. В Москве, по-моему, Чхарапати читают вместе, но вот... We don't have this only in Moscow. I believe the Chakrapatis are chanting together, but not in other places. You should encourage that. Then only they will become serious about japa. Ну вот надо это поощрять, то что тогда они серьезно будут к джапе относиться. Это надо как-то, видимо, как какую-то ценность преподносить, потому что пока у нас у каждого своя джапа, в основном в лучшем случае в регионе, по-моему, есть. It seems that we have to stress the value of chanting together because everybody is chanting on his own, or maximum within a region they are chanting together. Yes, you do conduct a seminar on japa, and then you tell them, let's Надо chant. провести семинар по джапе и там вот этот момент подчеркнуть. Надо туда, чтобы тогда пришли те, кто не ходит на совместную джапу. And we should invite to the seminar those devotees who are not chanting together. Для тех, кто не ходит. Special seminar for those who are not attending. Yes. And for those who are attending also, so that they become serious about chanting. Ну и для тех, кто ходит тоже, чтобы все они стали серьезнее в отношении джапы. Просто, может быть, какое-то время нужно, вот, чтобы это появилась какая-то традиция и такая ценность. Пока еще, ну, как бы многие говорят, что из-за того, что они не знают тех людей, которые вот джап читают в Zoom, им проще вот своим кругом читать. Often devotees say that we do not know those people who are chanting japa on Zoom. It's more convenient for us to chant with those whom we know in our local community. По большому счету так и остается. Вот я так смотрю за джапой этой утренней. Все равно те, у кого какие-то отношения сложились уже, они им проще джап читать. And we have online japa, but usually those devotees participate who know each other, who already have some relations. Yes. So that is best. If every Bhakti-Vriksha chants together, then they'll make very quick progress. Ну, это и лучше, когда преданные внутри Бхакти-Врикши вместе читают, они тогда быстрее прогрессируют. Просто, да, там бывает, что если внутри Бхакти-Врикши там делать, то там не так много людей пока участвует. But if we do it within Bhakti-Vriksha, only few will participate. Надо какой-то баланс находить между общей джапой и... That's why they have made a general japa conference for the whole country. Мы хотели так сделать, чтобы один день в неделю старались все на совместную джапу выходить в воскресенье. The idea was that on Sundays everybody participate in this big japa conference, and on other days they chant within their communities. That's very good. Вот это хорошая идея, по воскресенье вместе, а в остальные дни сами в своих коллективах. Да, во многом, наверное, от лидера зависит, так как если он вдохновлен, он будет продолжать поддерживать это. But it greatly depends on leaders. If leaders themselves are inspired, they can maintain that. If not, then not. So then first you have to do seminar for the leaders. Ну да, значит, тогда семинар для лидеров надо в первую очередь делать. Because anything we want to do properly, it is all only because of japa. Вообще, для того, чтобы преуспеть хоть в чем-то, все это опирается на джапу. You tell them, Prabhupada, how did he start this movement? He didn't have any money, no support from anyone. Скажите преданным, как Прабхупада вообще начал это движение. Денег у него не было, никакой поддержки тоже. He was only chanting, and of course he was trying to please his guru, but his the main strength, the cause for his success, he said, was because of Hare Krishna mantra. I had complete faith in the Hare Krishna mantra. Он просто повторял джапу, ну и, конечно, старался выполнить наставление гуру. И сам Шрила Прабхупада говорил, что единственная причина его успеха – это его непоколебимая вера в мантру Харе Кришна. And
Chaitanya Mahaprabhu has said that this is the yajna. We have to do the sacrifice. Even for material happiness, we have to do sacrifice. Господь Чайтанья говорил, что повторение святого имени – это яги. Даже для материального успеха, материального счастья нужно совершать ягию. Тут вопрос есть вот от Матаджи Канта Вринды. Матаджи Канта Вринда has got a question. Yes. Почитайте. Где он, в чате, да? Вижу. What do you mean by chanting japa together? You mean chanting on Skype or Zoom or japa marathons? No, I mean chanting together on Skype or Zoom. Вопрос был, читать джапу вместе, это Skype или в Zoom, или джап марафон? Ответ такие, что имеется в виду, что в Skype или в Zoom джапу. Иногда проводить джап-марафоны тоже. Онлайн. Что еще раз я... Наверное, иногда просто как раз проводить просит прям Падмини джап-марафоны. But you also stress that from time to time we have to have Yes. japa marathons also. Yes, of course. Да, конечно. That is also very good because at that time you can recharge their batteries about, you also give a short talk about what is the importance of chanting, and then by chanting for a long time, their quality will improve, concentration. Джап-марафон – это способ подзарядить свои батареи. Вы даете небольшую вводную часть о важности повторения, и потом преданный читает больше, чем обычно. За счет этого у них повышается качество. See, because people need to understand their relationship with the holy name. Преданным нужно понять свои взаимоотношения с святым именем. Because they have to understand that the holy name is Krishna himself. Они должны понять, что святое имя не отлично от самого Кришны. And by chanting, we are saying that I'm going to serve you. You are the enjoyer, and I'm just going to do whatever you want. Когда мы повторяем святое имя, мы обращаемся к Кришне и говорим: ты наслаждающийся, я твой слуга, я буду делать то, что ты захочешь. If they understand this one truth, then their mind will become peaceful and they will be able to surrender. Если преданные просто этот момент осознают, то у них ум успокоится, они смогут предаться Кришне. Then they will chant from the heart, not with their mind. И тогда они будут читать уже святое имя от сердца, а не от ума. Да, Джай, спасибо. Према Падмата же, простите, похоже, нам нужно... Thank you so much. I'm sorry, we have to finish at this point. Продолжим в следующий раз. We can continue next time. Okay, thank you. Hare Krishna. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Bye. One second. ПРИВЫЧЕК, всем спасибо большое, преданные. Спасибо большое, Сачитанай Прабhu. Hare Krishna.